Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию обзорных сюжетов о Москве. Движемся мы с вами по улице Новослободская. В этом сюжете мы посмотрим на фасады старых домов. Я знаю, что многие зрители канала отдают большее предпочтение разным домам. Кто-то смотрит на современные постройки, кто-то на переходные, кто-то наоборот на старую Москву. И вот у нас будет такая возможность подвигаться сегодня в центре города, посмотреть на контраст домов, которые были построены в разное время. И сделаем очередную поездочку по центру Москвы вот в такую прекрасную погоду. Где-то в середине этой улицы у нас две станции метро, Менделеевская и Новослободская. Ну а сама Новослободская ближе к Садовому кольцу переходит в Долгоруковскую улицу. Значит, по Садовому кольцу мы с вами делали зарисовки. Вот впереди появляется как раз здание бизнес-центра, там же проходит и Садовое кольцо. Мы делали зарисовки и в ночное время, и в дневное. Ну и поскольку у нас в записи присутствует режим самоизоляции, то Москва выглядит немноголюдно. Хочется в этом сюжете отразить те нотки, которые чувствует сегодня город, жизнь города, мегаполиса, потому как большинство людей находятся на удаленном режиме работы. Ну и, собственно говоря, город немножко затих, это правда. Но есть свои какие-то плюсы в том плане, что экология города стала чуть лучше. Об этом свидетельствует отсутствие большого количества транспорта, хотя городские службы очень много внимания уделяют этому моменту, меняют транспорт, он переходит на экологический, на новый, где-то электро. У нас автобусы курируют, они называются электробусы. Обновляется парк техники, также и наземный транспорт переходит на более современные виды машин, где экологии уделяется отдельный момент. Ну и, собственно говоря, видно, что город просматривается на горизонте, видны окраины города, о чем свидетельствует как раз вот улучшение обстановки экологической. И вот поперек, буквально здесь, вот в этом месте, у нас проходит Садовое кольцо. Здесь у нас мы будем уходить в сторону Оружейного переулка. Он у нас поперек вот с этой части от ориентир бизнес-центр. Здание такое, одно из современных строений, очень похоже на высотки сталинские, в том же самом стиле выдержано. Смотрится достаточно интересно в любое время суток, в том числе и вечером, и в ночное тоже. С левой стороны памятник Калашникову. Значит, ну и уходим мы в сторону станции метро Маяковская. У нас с вами Садово-Триумфальный сквер с левой стороны проходит. Так вот выглядит Оружейный переулок. Улочки пустые, но и хочется отдельно затронуть тему чистоты. Обратите внимание, ведь на самом-то деле ограниченный режим есть и у городских служб. То есть не все они в полном вооружении на сегодня находятся в центре города, да и вообще на улицах. Но тем не менее следят, этому стоит обратить и отдать должное внимание. Значит, выходим мы как раз в районе станции метро Маяковская. С противоположной стороны она расположена, поперек проходят, вот мелькают машины, это у нас Тверская улица, она здесь практически делится в районе станции метро Маяковская на относительно вот нашего движения. По правую руку это у нас Тверская, первая Тверская, Ямская, а по левую, ближе к Кремлю, у нас Тверская улица. Ну и под нами проходит Маяковский тоннель, это вот Садовое кольцо. Мы практически развернулись, вот идем обратно к бизнес-центру и где-то параллельно, точнее не параллельно, а рядышком с ним будем уходить направо. Там у нас проходит
Малая Дмитровка. И мы будем двигаться в сторону Пушкинского сквера, ну, практически параллельно улице Тверская. Это будет напоминать некое такое квадратное движение, как вот в Европе принято, что если ты там подъезжаешь к какому-то определенному зданию, то в принципе можно по квадрату его объехать, или если ты проехал, возвратиться. Вот здесь вот нечто похожее есть, потому как основные улицы впереди это Бульварное кольцо, позади Садовое кольцо, справа это Тверская, также проходят параллельные улочки. И практически вот здесь вот можно назвать такое квадратное движение, как вот это принято, ну, где-то в европейских странах. Но Москва, конечно, с Европой, на мой взгляд, несравнима. Ну, наверное, потому что я в ней родился, учился, живу и работаю, так же, как и многие другие москвичи. Ну, также люди, которые уже приехали сюда, уже давно здесь живут. Ну, и то, что происходит здесь, в городе, ну, на мой взгляд, оно, конечно же, не сравнимо, да и сравнивать, честно говоря, не хочется. Добрались мы до Пушкинского сквера. Относительно нашего движения он по правую руку. Над нами будет мост, который примыкает к кинотеатру Пушкинский, он же театр мюзикла, он же театр России, его постоянно переименовывали. Ну и вот фактически мы уходим с вами на Страстной бульвар, это одна из составляющих самого Бульварного кольца, не так давно мы делали сюжеты. Обращайте внимание, в правом верхнем углу я их прикладываю. Ну, также отдельные какие-то интересные зарисовки, какие-то места, которые мы проезжаем, и ранее мы записывали не менее интересные сюжеты. Вот они в подсказочках выскакивают с правой стороны в правом верхнем углу. Ну и также в конце сюжета всегда прилагаю отдельные сюжеты, которые, на мой взгляд, интересны и достойны отдельного внимания. Еще раз, с левой стороны у нас Страстной бульвар. Далее Петровский бульвар, но мы на него не поедем. Вот где-то здесь, относительно нашего движения по левую руку, вот там вот есть памятник Высоцкому, где-то примерно вот здесь вот он расположен. И мы будем уходить с вами направо. Это Петровка, улица Петровка. И будем двигаться по ней вплоть до Театрального проезда. И выйдем немножко на Театральный, уже известный вам проезд, и возвратимся на Неглинную улицу. Ну и хочется, чтобы вы полностью погрузились в маршруты города, посмотрели на красоту улиц московских. И предлагаю вам самостоятельно это сделать, погрузиться в атмосферу города, почувствовать столицу, как я уже ранее сказал, ритмы, нотки, краски и жизнь города. И буду рад вашим комментариям, всегда их читаю, внимательно за ними слежу, отвечаю на многие, ну и радуюсь вместе с вами тому, что меня окружает, с удовольствием делюсь и передаю каждому зрителю свой московский привет. Ну и огромное спасибо за поддержку, внимание и за ваши комментарии. Буду ждать вас в других сюжетах, ну и также в комментариях к ним. Приятного вам просмотра!